Глава 106. Человек в синем. На оживленной улице Южного округа, Хилл-стрит, была огромная резиденция размером в несколько гектаров. Внутренний двор имел большие черные ворота, на которых висит табличка с двумя словами «Резиденция Мо». Под знаком 8 больших, импозантных мужчин стояли равномерно по обе стороны ворот. Каждый из этих могущественных людей высоко держал голову и грудь с полной концентрацией. Никто не смог бы посмотреть на них пренебрежительно сверху вниз. Трехэтажный ароматный ресторан был расположен прямо через дорогу от резиденции Мо. Популярность о большом ресторане гремела по всему городу Цзяюань. Кроме того, его фирменный напиток с сотней запахов был известен как прекрасное вино, и он привлекал много известных клиентов. Самое время для обеда. В результате ароматный ресторан был заполнен людьми. Все столы с первого этажа до третьего были забиты едой. На дороге те, кто собирались пройти мимо ресторана, чувствовали сильный аромат еды и пускали слюни с голодухи, полностью очарованные запахом. На втором этаже, возле окна сидел юноша, смотря на улицу. Было немало вкусных гарниров на столе вместе с бутылкой знаменитого «100 ароматов». Перед ним стоял большой страшный человек. Этот юноша был никто иной, как Ханьли, который искал информацию. В этот момент Ханьли уставился на что-то из окна. Его кубок вина, который был заполнен до краев, находился в руке, но его еда стояла на столе нетронутая. В целом, казалось, он выглядел рассеянным и невнимательным. Ханьли окинул взглядом резиденцию Мо, глядя на близлежащие улицы. Выражение его лица ничуть не изменилось. Подняв голову, чтобы выпить кубок вина, он продолжал смотреть за таинственным образом. Ханьли уже задавал вопрос о двух родных дочерях доктора Мо и его приемной дочери. Они все выросли, чтобы стать такими же нежными, как цветок, изысканными, как драгоценный нефрит, красивыми и очаровательными. Они были известны как три великие красавицы города Цзяюань. В результате они часто упоминаются как три жемчужины владений Мо. Из-за большой известности их красоты к ним сваталось очень много молодых мастеров и героической элиты. Среди этих женщин была бесподобной красоты Мо Южу. Среди трех она была единственной, кто был наиболее желаемой. Таким образом, новость о ее помолвке вызвала большой переполох и разбила сердце мужчин, которые пытались за ней ухаживать. Было несколько бойцов, которые один за другим вызвали этого молодого мастера Ву. Ву Цзиньмин в итоге победил 16 из этих соперников, содействуя тем самым укреплению его репутации как несравненного мастера боевых искусств и тесно сближая его с Мо Южу. Ханьли подумал, что этот вопрос действительно несколько забавен и нелеп. Остальные не знали, что этот молодой мастер Ву обладал секретами. Впрочем, Ханьли был в курсе всей ситуации. Ву Цзиньминь, несомненно, был послан от врагов доктора Мо. Казалось, долгое отсутствие Мо ввело его врагов в подозрение, и этот молодой мастер Ву, вероятно, приехал, чтобы разведать обстановку. Ханьли не знал, какими средствами он смог получить право на особняк Мо, но письма, вероятно, было бы недостаточно, чтобы убедить жен доктора Мо. Ханьли слегка постукивал пальцем о стол, когда он размышлял об этом. «Молодой господин, пожалуйста, ждите здесь. Заказанные вами блюда должны скоро прибыть». Официант, одетый в короткую, белую куртку, поспешно привел синоодетого человека, которому было 27-28 лет, на второй этаж. Кроме того, официант посадил человека за пустой стол рядом с Ханьли. Затем он поспешно вернулся на первый этаж, чтобы заботиться о других клиентах. Этот мужчина в синем был красив. У него были густые брови, большие глаза и несколько мужественный вид. После того, как он сел, он быстро окинул взглядом все вокруг и случайно встретился взглядом с Ханьли. Ханьли почувствовал прилив неописуемой храбрости изнутри, взгляд человека, который заставил его чувствовать себя, как если бы его сущность была поглощена. После минутного шока Ханьли быстро отвернулся, его лицо слегка изменилось. Этот человек также был очень удивлен. Однако холодного взгляда на Ханьли он сразу отвернулся, больше не обращая никакого внимания на того. Ханьли несколько побледнел. Просто мгновение назад взгляд на этого человека дал ему ощущение того, что его внутренности пронзило сильным током. Это был первый раз, когда Ханьли испытал такой взгляд, который заставил его чувствовать себя, как будто все его существо было полностью разоблачено.
После синоодетый мужчина ждал своего блюда, потом он начал есть. Он не только ел от души, он также ел, как будто там больше никого не было. В тот момент расстроенный Хань Ли был несколько беспокойным и переживал. Хотя в то время он не использовал технику глаза Бога, чтобы наблюдать за мужчиной, он чувствовал довольно большое количество духовной энергии, которая слабо испускало тело человека, что заставляло Хань Ли чувствовать страх. Он отчетливо понимал магическую силу этого человека, культивация этого человека, несомненно, была гораздо глубже, чем его собственная. Когда он смотрел на культиваторов, Юй-Чжитун и монаха Золотого Света, он видел только слабые, жалкие магические силы, которые ничего не значили. На встречах с ними он был в состоянии легко избавиться от них обоих. Таким образом, Хань Ли еще не знал толка в культиваторах. В его сознании культиваторы вели загадочное существование. Он действительно не знал, как он должен реагировать на другого культиватора сильнее себя. Я не могу относиться к этому одетого в синее человеку, как к монаху Золотого Света, и бесцеремонно устранить его. Ум Хань Ли не мог сдержать мысли о худшем. В то время как мысли Хань Ли были в смятении и страхе, синоодетый человек поел. Он вытер рот полотенцем, опустил серебряный слиток на стол и ушел, как ветер. От начала до конца он ни разу вновь не посмотрел на Хань Ли после их первоначального взгляда. Казалось, что мужчина совсем забыл о Хань Ли. Хань Ли ждал, пока этот человек полностью покинет ресторан, прежде чем глубоко выдохнуть и лежать на кресле, парализованным. Хотя время, в течение которого синоодетый человек ел, было недолгим, Хань Ли почувствовал, как будто прошел весь день. Нагрузка на сердце была слишком велика. Он чувствовал себя так, как будто он только что вел бой жизни и смерти. На тот момент синоодетый человек появился на углу улицы. 30-летний человек, одетый в желтую куртку, ждал его. «Старейшина 4, почему ты пришел так поздно? Нам еще предстоит встретиться со старшим братом и другими». Мужчина в желтой рубашке выражал недовольство. «Хе-хе. Второй старший брат, не сердись. Просто я не ел пищи смертных в течение нескольких лет. Я просто пошел, чтобы попробовать». Синоодетый человек сказал с радостной улыбкой. «Обжора. Сколько раз я должен это сказать? Мы бессмертные культиваторы и должны очистить наше сердце от желаний и воздерживаться от чревоугодия, но ты никогда не слушаешь. Потребление, по крайней мере, сильно испортит твой характер». Мужчина в желтой рубашке уставился на синоодетого человека и недовольно отчитал его. «Хе-хе. Я знаю, ты не должен говорить мне это еще раз. Ах да, еще в ресторане я увидел другого культиватора, синоодетый человек пытался сменить тему, торопливо говоря о его встрече с Хань Ли. А, действительно? Его магическая сила велика или нет? Конечно, это было принято от мужчины в желтой рубашке с особым интересом. Его магическая сила была слабой. Казалось, что его основание культивирования достигло только 7 или 8 уровня. Он едва имеет квалификацию для участия в бессмертной ассамблее Вознесения. Это действительно не имеет смысла. С такой мелкой магической силой он пришел в провинцию Лан, чтобы использовать какую-то возможность. Может быть, он искренне верит, что он получит неожиданный успех и добьется окончательной победы в Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения. Синоодетый человек бросил эти слова. Он молодой или старый? Он выглядел на 17-18 лет. Если это так, он наверняка последовал сюда за своим старейшиной для того, чтобы увеличить свой опыт и расширить горизонты. Я думаю, что в Бессмертной Ассамблее Вознесения через 10 лет этот талант примет участие, сказал с улыбкой мужчина в желтой рубашке. Да. Когда ты так говоришь, талант действительно можно считать достойным. Если он вернется через 10 лет, он может достигнуть моего уровня, синоодетый человек сообщил с гордостью. Перестань хвастаться. Ты просто достиг 10 уровня. С каждым годом Бессмертная Ассамблея Вознесения производит много культиваторов на этом уровне. После того, как ты дотренируешься до 11 или 12 уровня, затем тебе будет предоставлена завидная квалификация, сказал мужчина в желтой рубашке, весело смеясь. Поистине, если бы я использовал гранулу заложения фундамента, я мог бы обучиться до уровня, превышающего 10, но в какой Бессмертной Ассамблее Вознесения я мог бы участвовать? Я не смог бы найти мастера. Синоодетый человек надулся, пробормотал мужчине в желтой рубашке и ушел.
Глава 107. Мо Ючжу. Хань Ли, естественно, не знал о разговоре между человеком в синей одежде и человеком в желтой рубашке. Он все еще радовался тому, что он только что спасся от беды. Хотя он и был возмущен наплевательским отношением к нему человека в синем, Хань Ли был предельно осведомлен об их разнице в силах. Теперь, когда он сбежал, он чувствовал, как будто он только что избежал смерти, и Хань Ли стал очень спокойным. После его встречи с синоодетым человеком, сердце Хань Ли не могло успокоиться, поэтому он не мог восстановить свое изначально душевное равновесие. Вздохнув, Хань Ли встал и начал готовиться к отъезду из гостиницы. В этот момент звуки галопа лошадей вдруг раздались на большой улице за пределами отеля. Звук был все ближе и ближе, лошади проскакали очень близко. Он как раз собирался встать, но его внимание было завлечено. Он снова сел и бросил еще раз взгляд на большую улицу. Согласно отчету Сунь-Эрго, звуки движущихся лошадей означали, что старшая дочь из усадьбы, Мо Ючжу, возвращалась в город из своего путешествия. Ходили слухи, что этой прелестной даме не нравится делать то, что любят другие девушки ее возраста. С тех пор, как она была маленькой, она проявила интерес только к держанию в руках копья и становлению лидером банды. Таким образом, старейшины ужасающей ассоциации драконьего потока научили ее боевым искусствам. Но действительно шокирующим было то, что эта госпожа Мо особенно любила охоту, спорт, который должен быть только для мужчин. Каждые 2-3 дня госпожа Мо ездила в лес за город на охоту. Это вызывало у разных молодых мастеров желание уговорить ее, чтобы отправиться на охоту с ней, гоняясь за беркутом и гончими в надежде получить ее благосклонность. Естественно, после того, как мастер Ву прибыл, он тоже включился в эту деятельность. После того, как Хань Ли услышал новости, он также заинтересовался этой старшей дочерью Мо. Ведь девушку с таким характером редко встретишь. Он надеялся, что такая дама не разочарует его. Теперь насчитывалось более 10 всадников, скачущих из конца улицы. Всадники вначале состояли из мужчин и женщин. Мужчины были с мечеобразными бровями, ярким взглядом, долговязыми фигурами, их внешний вид был красивым видом героической молодежи. Женщина была одета в огненно-красный охотничий костюм, наряду с пурпурно окрашенными платками, чтобы покрыть ее и спрятать черты лица. В мгновение группа охотников прошла перед зданием, мимо взгляда Хань Ли, и, наконец, остановилась у ворот владений Мо. 2 дюжины охранников, которые изначально были там, сразу их встретили. Один из охранников, человек с лицом, полным отметин от оспы, почтительно приветствовал, старшая госпожа и мастер Ву оба вернулись. «Как улов сегодня?» «Совсем неплохой». «Танер, уведи лошадь прочь и помоги мне позаботиться об этой дичи», женщина, одетая в охотничий костюм, приказала. Прежде чем она спустилась с лошади, она протянула руку, чтобы снять завесу, свет упал на нее, обнажив лицо, которое может поразить сердце и душу. «Вас понял, госпожа». Человек по имени Тан-Эр не смел даже взглянуть на очаровательный облик этой женщины, он торопливо взял поводья и повел лошадь прочь, направляясь к боковым воротам. Хотя гостиница и владения Мо были далеко друг от друга, Хань Ли все еще мог видеть около 70-80% особенностей девицы, он невольно втянул в себя огромный глоток. Эта сияющая снежно-белая кожа, тонкий нос, эти черные, сверкающие глаза и эти рубиновые красные губы были способны заставить рыб тонуть и гусей падать с неба. Эта дама никто иная, как Мо Ючжу. Неудивительно, что она способна заставить всех молодых мастеров в городе Цзяюань сходить по ней с ума. От такой совершенной красоты даже падение империи не было бы странным, Хань Ли не мог не думать о ней таким образом. К этому времени собрались другие охотники за красавицей. Слуги вышли вперед и увели коней прочь. Юноша улыбнулся, он шел впереди Мо Ючжу и что-то прошептал ей, отчего лицо госпожи Мо покраснело. Она аккуратно уткнулась в плечо парня, прежде чем, робко взглянув на него, пробежать через ворота. Парень смеялся, когда он прошел туда же с элегантными манерами. Этот человек был Ву Цзиньминь. Он действительно знает, как уговорить девушку. В любом случае, он выглядит еще сносно, Хань Ли кисло подумал про себя. Он знал, что если бы их заставили конкурировать по внешности, не было бы никакого способа для него, чтобы победить красивого юношу. Похоже, что у Мо Ючжу и этого красивого молодого мастера глубокие отношения. Он нахмурил брови.
Ему казалось, что этот вопрос не будет решен так же легко, как он себе представлял. Несмотря ни на что, я должен получить и защитить драгоценный нефрит Ян. Ведь он должен исцелить мое тело, а оно может взорваться раньше, чем в ожидаемый день. Хань Ли был глубоко взволнован и озабочен. Он снова размышлял о владениях Мо до вызова официанта, оплатил счет и вернулся в гостиницу, где он остановился. После долгих и упорных размышлений Хань Ли решил использовать наиболее прямой и эффективный способ. Он планировал проникнуть во владение посреди ночи и нанести визит госпоже Ян, жене бывшего лидера ужасающей ассоциации Драконьего потока. Он собирался предъявить предметы, которые доктор Мо оставил ему, и разоблачить самозванца. Пока он собирался получить драгоценный нефрит, он мог только ждать и видеть, двигаться постепенно шаг за шагом. Так как он уже принял решение, Хань Ли больше не заботился о его последствиях. Он закрыл глаза и начал готовить себя морально к ночной деятельности. Однако красивое лицо Мо Ючжу продолжало всплывать в его сознании. Что бы он ни делал, он не мог прогнать мысли о ней. «Я влюбился в эту девушку». Хань Ли спрашивал себя несколько неестественно. Он утешал себя, говоря: «Такая восхитительная красота, это нормально, что я привязался к ней. Она не может не нравиться». Он уже сделал полшага на пути самосовершенствования, но Хань Ли по-прежнему старался изо всех сил избежать таких вопросов, как любовь и ухаживание за противоположным полом, хотя у него никогда не было отношений раньше. Около 3 ночи Хань Ли облачился в черную одежду и выскользнул из гостиницы. Он тихо промчался по крыше и с легкостью уклонился от патрулирования на улицах и во владениях Мо. После того, как он все проверил, он улыбнулся себе и затем превратился в дым. Пройдя мимо охранников, он вошел во двор Мо без их оповещения и не позволяя им заметить ничего необычного. Глава 108. Ночное вторжение в особняк Мо. Во владениях Мо был сад немаленьких размеров, в котором росло много редких цветов и трав. Цветочный аромат благоухал, несмотря на ночное время. Хань Ли невольно вдохнул его полной грудью. «Ай!» Хань Ли вдруг немного воскликнул. Хотя аромат цветов был насыщенным и разнообразным, он все еще мог различать знакомые запахи фитотерапии. Кто-то посадил здесь лекарственные травы. Хань Ли слегка улыбнулся. Этот знакомый запах трав заставил его чувствовать интерес к человеку, который посадил их. Оказалось, что кто-то во владениях Мо унаследовал медицинские навыки доктора Мо. Хань Ли не смел медлить. Он прошел по тропинке и двинулся в сторону районов, которые были освещены. По пути Хань Ли обнаружил, что там довольно много часовых. Он не обнаружил бы строгой охраны во владениях Мо, если бы не его обостренные чувства. Так он уже обнаружил спрятанных часовых, красться мимо стало чрезвычайно легкой задачей. Хань Ли остановился напротив небольшого, двухэтажного здания. Он выбрал это место, потому что чувствовал, что безопасность была значительно жестче в этом конкретном месте. Там было около 20 или 30 человек, охранявших этот район. Это двухэтажное здание было хорошо освещено, он знал, что там есть, наверное, кто-то чрезвычайной важности, кто еще не спит, что как ни кстати подходит к цели. Воспользовавшись темной ночью, он двигался молниеносной скоростью, его тело мерцало, когда он прибыл к нижней части здания. Используя силу своих ног, он легко вскочил на 2-й этаж. Весь процесс занял лишь мгновение. Окружающие охранники даже не заметили, что Хань Ли уже проник в дом. Хань Ли держал его тело близко к стенам, в результате чего его тени слились с ночью, прежде чем он напряг слух, пытаясь различить какие-либо движения в здании. Хотя Хань Ли мог слышать только голос одного человека, он мог различить, что в этом здании было больше людей. Филиал с Чангпинг отправил более 7300 лянов серебра. Филиал из города Логоу отправил свыше 5800 лянов серебра. Филиал из Лан-Юэ отправил более 10500 лянов серебра. Это все доходы, которые мы получили в прошлом месяце из разных филиалов нашей ассоциации. В целом, это примерно 25% меньше, чем прибыль, которую мы получили в том же месяце прошлого года. Звук мелодичного женского голоса, который был наполнен жизненной силой, проник уши Хань Ли. В тот момент, когда он услышал ее, он предположил, что он принадлежал молодой женщине.
Она была несколько недовольна, судя по последним словам. «Мама, эти менеджеры становятся все наглее и наглее, дань, которую они предлагают, становится все меньше с течением времени», молодая девушка гневно заявила. «Я это прекрасно знаю». Раздался другой невысокий, привлекательный голос. Она могла быть одной из 3 дам клана Мо. Хань Ли был несколько потрясен своей удачей. Казалось, что другой женщиной в комнате была жена доктора Мо. «Каждый раз вы говорите, что вы знаете об этом, почему бы вам не предложить какие-то идеи, чтобы решить проблему? Если так будет продолжаться, то все наши филиалы в один день перестанут нас уважать», молодая девушка пожаловалась. «У меня нет сейчас ни одной хорошей идеи. Ты должны знать, что филиалы контролируются 5-й матерью. Остальные в клане Мо никак не могут вмешиваться». Женщина могла лишь беспомощно ответить. После обмен слов прекратился, позволяя наступить молчанию. Через несколько секунд невольным тоном раздался голос молодой девушки: «Мама, неужели мы позволим 5-й матери иметь единоличный контроль над филиалами?» После того, как дядя Ма и другие ввязались в спор, борьба толкнула отрасли в положение, когда они стали опорой для нашей ужасающей ассоциации драконьего потока. «Мать, ты представитель ужасающей ассоциации драконьего потока, все должно быть под твоим контролем». «Что ты сказала верно. В тот год, когда твой отец ушел, он передал полномочия филиалов 5-й матери, у меня нет поводов вмешиваться. И поскольку 5-я мать дает нам большую часть ежемесячную дань, я не смогу поднять эту тему», ответила женщина. «Но сила нашей ужасающей ассоциации драконьего потока на самом деле очень слаба. Если мы не будем консолидировать наши силы, как мы сможем вернуть власть? Отец был неправ. Он передал тебе бразды правления ассоциации, но почему же он дал 5-й матери власть над филиалами?» Тон ее слов был наполнен негодованием против своего отца. «Перестань нести чушь. Твой отец сделал это, естественно, у его действий есть глубокий смысл. Не твое дело его критиковать». Женщина ругала молодую девушку. «Я понимаю. Я признаю свою ошибку, хорошо. Кажется, мама до сих пор влюблена в отца». Девушка действовала как обычно и начала смеяться над матерью. «Этот ребенок». Женщина очень любила свою дочь. Она потеряла дар речи и могла только горько смеяться. Хань Ли уже убедился, что женщиной в комнате была дама Ян, которую он искал. Кроме того, девушка должна быть Мо Цэхуан, дочь госпожи Ян и доктора Мо. Ему повезло, что он так быстро нашел, кого хотел. Хань Ли протянул руку, касаясь письма и вещи, оставленных доктором Мо. «Мама, этот притворщик меня очень раздражает. Сегодня он нашел меня в саду и пытался бесстыдно заискивать со мной. Он намеревался показать свои сильные стороны, пытаясь выглядеть как человек, который является специалистом в исследованиях и боевых искусствах. Какая гадость!» Девушка добавила немного кокетливо, поразив Хань Ли и заставив его убрать ногу, которую он уже поставил в комнату. «Тебе бы лучше быть более обходительной с человеком с фамилией Ву. В конце концов, он твой будущий родственник. Не позволяйте ему заметить ничего, что может заставить его что-то подозревать». Тон госпожа Яна тяжелел, когда она напомнила это девушке. «П.Ф. Я красавица и всегда окружена поклонниками, но ты хочешь заставить меня делать вид, что я хочу общаться с этим человеком. Это слишком сложное задание для меня. Если бы это зависело от меня, я бы его давно убила», ответила девушка. «Этот вопрос тоже вне нашего контроля. Хотя мы знаем, что Ву — поддельное имя и тщательно исследовали его биографию, у нас нет выбора, кроме как пожертвовать репутацией старшей сестры, чтобы, взаимодействуя с ним, она выиграла для нас еще немного времени. Ведь наш враг слишком силен, и если он поймет, что не может победить нас по-хорошему, он может применить силу, и мы потеряем любой шанс на победу». Голос госпожа Ян был наполнен усталостью, выявив следы физического и психического истощения. Глава 109. Визит. Этот Ву по-настоящему ужасен. Подделать письмо, используя имя отца, чтобы жениться на старшей сестре. Просто поразительно. Мо Цэхуан произнесла с ненавистью. Ее презрение к Ву Цзиньминь было действительно глубоким. К счастью, он упомянул лишь твою старшую сестру.
Если бы он обратился с просьбой жениться либо на тебе, либо на Фенву, я бы действительно не знала, что делать. С вашими темпераментами как бы вы смогли играть роль и справиться с этим человеком? Единственный, кто страдает, это Юйчжу. Я не знаю, когда муж вернется, и будет ли он обвинять меня в этом, госпожа Ян тихо сказала дочери и вздохнула. Мама, как отец может винить тебя? Разве старшая сестра не сама взяла на себя инициативу, чтобы общаться с Во? Мо Цэхуан сразу утешила госпожа Ян. Глупое дитя, Юйчжу не имеет выбора, она делает это ради ужасающей ассоциации драконьего потока и имущества Мо. Однако в основном это была моя воля и желание, чтобы твоя старшая сестра взаимодействовала с этим фиком. Я действительно могу выдать ее замуж за него. Если мы не можем отложить свадьбу, то мы будем вынуждены вступить во вражду и захватить его. Голос госпожа Ян похолодел, когда она говорила последнее предложение. Как только госпожа Ян произнесла эти слова, атмосфера в комнате вернулась в состояние спокойствия. Было ясно, что мать и дочь знали, что вражды не будет. Когда отец, наконец, вернется? Мо Цэхуан тихо спросила спустя минуту. Когда твой отец ушел, он сказал, что последний срок, когда он вернется, 5-6 лет с того момента, ближайший, от 2 до 3 лет, госпожа Ян печально ответила. Однако прошло почти 10 лет. Я не помню появления отца. Мо Цэхуан медленно произнесла. Успокойся. Твой отец — выдающийся гений своего поколения. С его скрытыми навыками нет проблем, которые он не сможет преодолеть. Он определенно был задержан по какому-то важному вопросу и скоро вернется во владение Мо. Хотя госпожа Ян и разговаривала с дочерью, она также пыталась утешить и себя. Ах да, вторая сестра Фен Ву состряпала косметический омолаживающий эликсир для меня, чтобы я отдала его тебе. Мама, почему бы тебе не попробовать его? Я слышала, его эффект очень хорош. Для того, чтобы изменить тяжелую атмосферу в комнате, девушка внезапно сменила тему и начала болтать о другом. Этот ребенок. После мать и дочь сплетничали на обыденные темы, Хань Ли не слышал никакой другой полезной информации. Хань Ли понял из их диалога, что отношения госпожа Ян с доктором Мо были достаточно близкими. Казалось, что Хань Ли мог доверять ей. После минутного созерцания Хань Ли почувствовал, что ему лучше появиться и столкнуться с фальшивым господином Ву, чем ждать, что произойдет что-то страшное. Тем не менее, Хань Ли должен был сначала защитить драгоценный нефрит Ян. Пока он думал, Хань Ли выудил кольцо дракона, одну из вещей доктора Мо из-за пазухи. Затем он спокойно подошел к окну комнаты и бросил кольцо в комнату через отверстие в окне. Дэнг, звучание удара кольца о землю раздалось из комнаты. Мгновение спустя голос госпожи Ян, который не был ни высокомерным, ни скромным, послышался из комнаты. Кто этот специалист, который почтил мое скромное жилище своим присутствием? Госпожа Ян еще не приветствовала вас. Надеюсь, вы простите меня. Хань Ли слегка улыбнулся и воздержался от ответа. Он услышал испуганный голос девушки. Как странно. Откуда взялось это кольцо? Оно кажется очень знакомым. Это как то, что ты носишь, мама. Мама. Подойди, посмотри. Было ясно, что Мо Цэхуан подняла кольцо и передала его госпожа Ян. Кольцо дракона. Госпожа Яна вскрикнула в тревоге. После того, как Хань Ли услышал, что кольцо узнали, он слегка постучал 2 раза в дверь, прежде чем проговорить ясным голосом. По приказу учителя Мо, ученик Хань Ли пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение к боевой матери. После того, как в комнате услышали слова Хань Ли, последовала немедленная и полная тишина. Слова Хань Ли явно оставила их в шоке на некоторое время. «Входите». Через некоторое время голос госпожа Ян пригласил его в комнату. Именно в этот момент Хань Ли слегка открыл дверь и шагнул внутрь. Войдя в комнату, Хань Ли увидел красивую, 30-летнюю женщину. Позади нее была изящная девочка примерно 15-16 лет. Девушка и красивая женщина были поразительно похожи. С помощью всего лишь одного взгляда можно было сказать, что они были близкими кровными родственниками. В тот момент красивая, замужняя госпожа Ян вертела в руках кольцо дракона. Прибытие Хань Ли не вызвало изменений в выражении ее лица. Мо Цэхуан стояла позади госпожи Ян и моргала своими черными глазами, с любопытством присматривались Хань Ли.
уголки ее рта поднялись и сложились в улыбку. С ног до головы ее окутывал странный, почти сверхъестественный запах. После того, как они осмотрели Ханли, он прошел вперед и вежливо поприветствовал госпожу Ян. «Мое почтение четвертой жене учителя». Госпожа Ян моргнула с удивлением. Хотя появление Ханли не было удивительным, его поступок был совершенно неожиданным. Однако она не стала сразу отвечать на приветствие Ханли, вместо этого она подняла левую руку, показывая свое кольцо дракона. Госпожа Ян аккуратно собрала оба кольца. В их глазах конструкции двух кольца дракона подходили друг к другу без малейшего зазора. «Ты прав, сохранность просто удивительна. Тем не менее, ты написал письмо господину мужу». Госпожа Ян осторожно спросила, теперь показав следы улыбки. Как только Ханли услышал это, он вынул письмо, которое уже давно подготовил, и передал его обеими руками, и ничего не говоря. Госпожа Ян, видя, как уважительно Ханли действует по отношению к ней, кивнула головой в удовлетворении, и она приняла письмо. Затем она развернула его и внимательно прочитала содержимое. Ханли отошел в сторону, спокойно наблюдая за выражением лица жены своего учителя. Он думал об изменении ее отношения к нему как к приглашенному ученику и будущему зятю. Глава 110. Лиса. Ханли уже читал содержание этого письма несколько раз. В нем не было ничего необычного, там просто было сказано, что Ханли был последним учеником доктора Мо, и госпожа Ян могла полностью доверять ему. Кроме того, он может участвовать в урегулировании каких-либо неприятных споров касательно имущества Мо. Так как Ханли мог охранять безопасность имущества Мо, госпоже Ян нужно было выбрать одну из 3 дочерей доктора Мо в невесты Ханли. В письме также были четкие инструкции, что в приданое должен был входить драгоценный нефрит Ян. Он зашел даже так далеко, что указал, что в настоящее время доктор Мо был занят важным делом и не сможет вернуться и воссоединиться со своими женами. Таким образом, госпоже Ян и его другим женам не придется беспокоиться о нем. Хотя Ханли не мог найти ничего неблагоприятного по отношению к нему в письме, он был уверен, что письмо содержало лишь несколько уловок доктора Мо. Ханли знал, что он не мог писать так просто. Однако он не мог найти способ, чтобы выявить скрытое сообщение. Кроме того, он хотел бы привести это письмо в особняк Мо как можно скорее. Только собрав всю свою смелость, он отдал это письмо госпоже Ян и особенно тщательно следил за каждым ее шагом в тот момент. Он действительно хотел, чтобы эта 4-я жена не делала ничего, не указанного в письме, и уж тем более не начала требовать его ареста, чтобы отомстить за своего покойного мужа. К счастью, страшный сценарий, который придумал себе Ханли, не произошел. После того, как госпожа Ян закончила читать письмо, она напряженно наморщила лоб. Ее лицо выражало сильное беспокойство, а она, казалось, принимала несколько трудных решений. «Хуань-эр, позови 2-ю мать и 3-ю мать, и даже 5-ю мать. Расскажите им новости от господина мужа». Госпожа Ян повернула голову и сказала это Мо Цэ-Хуан решительным голосом. «Поняла, мама. Я пойду». Мо Цэ-Хуан знала, что это был серьезный вопрос, она послушно ушла. Однако, перед тем, как она выйти из комнаты, она поджала губы и улыбнулась в сторону Ханли. Казалось, она была очень заинтересована в этом парне. «Тебя зовут Ханли?» Госпожа Ян подняла голову с изящным и элегантным выражением лица. «Это верно, 4-я боевая мать», — быстро ответил Ханли. «Не мог бы ты рассказать мне, как муж принял тебя в ученики?» — спросила с улыбкой госпожа Ян. «Я сделаю, что вы просите». Ханли замешкался на мгновение, но вскоре он почувствовал, что ему было нечего скрывать о событиях, которые привели к его принятию в ученики. Используя несколько отдельных воспоминаний, он медленно пересказал госпоже Ян краткое изложение того, что произошло. 8 лет назад из-за старой травмы учитель Мо так и не был исцелен. Он жил в уединении в провинции секты 7 тайн в горах Небесной Радуги. Там я встретил его в первый раз, войдя в горы. В версии хода событий Ханли 3/7 были ложью. Информация, которую он не мог упоминать, он изменил для госпожи Ян или просто пропустил. Однако даже такой сюжет сильно захватил внимание и интерес госпожи Ян. И вот как я стал его учеником.
Около 3 месяцев назад учитель был занят важным делом и жалел времени, чтобы навестить свою семью. Однако он опасался, что он оставил в особняк Мо слишком надолго, и хотел, чтобы не было врагов, которые создадут проблемы для его жен. Так он сказал мне оставить его и отправиться во владение Мо, чтобы найти жен учителя Мо и ждать их приказа. Что такого важного произошло, что могло помешать моему господину мужу прийти домой? После адаптированной версии хода событий от Ханли, которые привели к его ученичеству, госпожа Ян вздохнула, прежде чем задавала этот вопрос со следами горестного чувства. Кто вернется домой? Скоро будет 2 года, как доктор Мо уже мертв, труп я закопал под деревом, ничего кроме костей сейчас не осталось. Как только Ханли услышал это, он довольно рассмеялся про себя. Однако со смиренным лицом он ответил: «Какие вопросы?» Учитель Мо не сказал. «Однако я уверен, что это очень важное дело», — сказал Ханли несколько двусмысленно. Твой мастер приказал тебе держать это в секрете от нас?» Госпожа Ян спросила с загадочной улыбкой. Однако тон ее слов содержал недовольство. «Это не так», — Ханли быстро сказал. Он втайне горько усмехнулся про себя. Эта госпожа Ян была по-настоящему недоверчива, с обреченным видом. Госпожа Ян открыла рот, чтобы задать еще несколько вопросов. Однако в этот момент звуки хаотичных шагов послышались в коридоре. В комнату зашла фигура с очаровательным голосом. «4-я сестра, я слышала, есть новости о господине муже». «Это правда. Этот дьявол покинул нас 10 лет назад. Он хочет, чтобы мы были вдовами при живом муже». Ханли было отвлекся на этот сладкий голос, но вскоре, поняв сказанное, он испугался. «Эта тетя слишком смелая». Ханли подумал пораженный. «3-я сестра, следи за словами. Есть еще один человек в этой комнате». Голос другой женщины немного погрубее гневно произнес. «Я это уже знаю. Однако я слышала, что лицо, принесшее нам эту новость, является близким учеником мужа. Невозможно пользоваться этими предлогами. Что скажешь ты, 5-я сестра?» Очаровательный голос произнес немного радостно. «Невозможно. Ты с 4-й сестрой позвали нас прийти, этот человек должен, по крайней мере, на 70-80% заслуживать доверия», — сказал ледяной голос. «Это верно. Решение 4-й сестры достойно восхищения». Сладкий, чарующий голос сказал, хихикая. Неизвестно, было ли это сказано с иронией или в качестве подлинной похвалы для госпожи Ян. После того, как Ханли услышал эти слова, он украдкой взглянул на госпожу Ян, которая прижимала руку к голове с беспомощным выражением лица. Казалось, что владелица такого прекрасного голоса часто приносила ей головные боли. Дверь, наконец, открылась, и вошли несколько красивых женщин. Мо Цэйхуан в их числе. Однако она надула губы, ее лицо было очень грустным. Первой женщине было около 31-32 лет. Она была высокая, красивой, с тонкими чертами и выглядела очень умной. Она должно быть очень талантлива с раннего возраста. Ханли мысленно кивнул головой и впервые обратил свой взор на молодую женщину рядом с ней, 23-24 лет. В момент, когда Ханли увидел эту женщину, он почувствовал, как его мозги напряглись. На мгновение ему показалось, что он видел потерянную богиню. Все его лицо утопало в ее великолепной красоте, и он не смог освободиться. Голос этой женщины, красивая фигура неожиданно как-то даже была более великолепна, чем у Мо Юйчжу, которую он видел в течение дня. И если предположить, что лисьи духи на Земле действительно существуют, Ханли безоговорочно был бы убежден в том, что эта женщина пережила трансформацию из лисы. В тот момент Ханли терял голову от головокружения. Когда он пришел в себя, Ханли был поражен и не решился посмотреть на эту женщину. Он поспешил уклониться от ее взгляда. Эта молодая женщина может стать причиной гибели целой страны. С таким взглядом она может превратить человека в духа и духа обратно в человека. Разве она не осознает, что ее исключительный внешний вид обладает демонической силой? Или это какая-то техника соблазнения, предположил Ханли, имея подавленный вид. Молодая женщина видела, что Ханли посмотрел на нее, но помимо того, что он ненадолго влюбился, он скоро вернул себе разум. Ее глаза не могли не выразить удивления.